pray. Давайте помолимся. Heavenly Father, we're so grateful for the beautiful spiritual feast we have had today. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за ту небесную пищу, которую Ты сегодня нам давал. We're grateful, Lord, that your Holy Spirit has been moving on your people. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Святой действует в Твоих людях, To help us to recognize the times that we live in. чтобы понять, в какое время мы живем, And giving us opportunities to get ready. и дать нам возможность приготовиться. Be with us tonight Будь с нами сегодня as we вечером. discuss some of these areas of preparation. Когда мы будем обсуждать эти моменты, в которые нам нужно приготовиться, Speak to our hearts, говори к нашим our сердцам, minds. к нашим разумам. We thank you Мы благодарим in Тебя Jesus' name. во имя Иисуса Христа. Аминь. Some interesting and some painful issues. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых интересных, но в то же время болезненных моментах. Because in every process of getting ready, there is some changes that have to be made. Потому что в процессе приготовления должны быть сделаны какие-то изменения. In addition, Satan knows that God's people are getting ready today. К тому же, сатана знает, что Божий народ готовится сегодня. And so he will do everything possible to keep us from getting ready. И поэтому он сделает все возможное, чтобы удержать нас от этого приготовления. So we're going to go to God's Word, Поэтому мы возьмем Божье Слово, the spirit of prophecy, дух пророчества and also some stories и также истории некоторые, that will help us to learn how we can get ready. которые научат нас, как приготовиться. Satan is always seeking to keep God's people from growing spiritually. Сатана всегда делает все возможное, чтобы удержать Божий народ от духовного роста. Satan is always trying to get the world into the church. И сатана всегда старается мир привнести в церковь. This is his constant battle, even from the Old Testament, trying to get the world into Israel. Еще со времен Ветхого Завета он старался сделать это с народом израильским. Because when the world is inside the church, God cannot pour out his blessings completely. Потому что когда мир входит в церковь, Бог не может полностью излить свои благословения на нее. Let's start with the book Christian Service. Давайте начнем с книги «Христианское служение». By the way, I don't know if they have this book in Russian. Давайте начнем с главы, которая называется «Условия для Божьего народа». From page 37 in the English. Страница 37 в английском издании. God's people must take warning and discern the signs of the times. Божий народ должен принять эти предупреждения и внимательно наблюдать за знамениями времени. The signs of Christ's coming are too plain to be doubted. Те знамения, которые сейчас происходят, показывают на кризис, они настолько велики, что просто невозможно сомневаться. The scenes of Earth's history are fast closing. И история Земли подходит к своему концу. We are amid the perils and difficulties of the last days. И мы сталкиваемся со сложностями последнего времени. But even greater difficulties are before us. Но еще больше сложностей еще впереди. But there is a lack of activity and earnestness in the cause of God. Но в Божьем народе почему-то очень малая активность происходит, мало действий. This death-like stupor comes from Satan. И эта неактивность, она идет от сатаны. Satan is working today Сатана сегодня работает над тем, to keep God's people in a state of inactivity. чтобы удержать Божий народ в состоянии неактивности. So they will not be able to act their part in spreading the truth. И они не смогут, Божий народ не сможет действовать с такой силой, чтобы достичь людей. Let's stop there just a second. Давайте здесь остановимся. Satan is working to keep us from becoming active. Сатана делает все возможное, чтобы мы не были активными. How? Как? Too busy? Вы слишком заняты? We're taking care of our normal needs? Мы
Мы заботимся о своих ежедневных нуждах. We're building a business. Мы строим бизнес. We're working, taking care of children. Мы заботимся о своих детях. There's a lot of different things that can keep us from becoming active for God. Есть много вещей, которые могут удержать нас от того, чтобы быть активными. Anything will work. Все может сработать. As long as we're not doing God's work. Пока мы не приступаем к Божьей работе. So, since we know Satan is working, we need to have our defenses up. Когда мы узнаем о том, что сатана трудится над тем, чтобы удержать нас, нам нужно поднять две руки. If I am too busy to read and spend time in God's Word, сдаться и приступить к изучению Божьего Слова. if I am too busy to be able to share with my neighbors, если я слишком занят, чтобы изучать Слово Божье и делиться им со своими соседями, I need to start thinking maybe something is wrong. я должен подумать, может быть, что-то не так. I need to start asking God to give me a change. Я должен просить Бога о том, чтобы Он изменил меня. Because Satan is trying to keep us sitting in our chairs. Потому что сатана старается удержать нас, чтобы мы сидели все время на своих стульях и ничего не делали. Okay, let's go on. Page 43. Давайте продолжим. Страница 43. Sister White said, I was shown Сестра Уайт говорит, что мне было показано, that God's people are waiting for a change to take place. что Божий народ ждет, когда какое-то изменение произойдет. For a power to take hold of them. Ждет, когда сила какая-то сойдет на них. But they will be disappointed. Но они будут разочарованы. They are wrong. Они не правы. They must act Они должны действовать and take hold of the work themselves. и делать всю работу самостоятельно. This is interesting. Интересно, правда? If I'm waiting for God to motivate me to work, Если я жду, когда Господь направит меня на эту работу, maybe I'm waiting for the Holy Spirit to come down and say, become a missionary. может быть, я сижу и жду, когда Святой Дух сойдет на меня и скажет, иди, будь миссионером. It will never happen. Это никогда не произойдет. I must first go to work for God, and then the Holy Spirit will begin to be poured out. Сначала нужно пойти и совершать работу для Бога, и тогда сойдет Святой In Дух. other words, I must first obey, and then God will bless. Другими словами, я сначала должен быть послушным, и потом Бог благословит меня. If I just wait, Если я просто буду ждать, I will always be waiting. я всегда буду в таком состоянии, в ожидании. Well, I read things like this, Я читал подобные мысли, and I decided to, maybe I should go work for God. и я решил, что, наверное, мне нужно идти и работать для Бога. Now, I had been working for the church for quite a while. На тот момент я уже работал для церкви некоторое I время. love working for the church. И мне нравилось работать в церкви. It's my first love. Это моя первая любовь. But I thought that just by becoming active for the church, I was working for God. И я думал, что если я буду продолжать активно действовать в церкви, я буду работать на Бога. There's a difference between just doing activities and working for God. Но есть разница между тем, чтобы быть активным в церкви и работать для Бога. Проблема церкви Лаодикии была ее теплота. What does lukewarm mean? Что такое теплота? One foot in the world, Одной ногой в мире, the other foot in the church, другой в церкви. hot and cold mixed together, Горячее и холодное смешивается. not committed to one or the other. Не посвященный полностью ни тому, ни другому. This is lukewarmness. Это теплота. So therefore, И this is a поэтому problem in the church today. это проблема церкви сегодня. We just sit there and watch. Мы просто сидим и смотрим, And opportunities go right by us. а возможности проходят мимо нас. Now, lukewarmness, it says here, makes God nauseated. И теплота, она противна Богу. You know what? You know nausea? You feel like vomiting? Вы знаете, что такое тошнота? It's not a very comfortable feeling. Не очень приятное чувство. I was a little boy, Я был маленьким мальчиком, and my father was a pastor pilot. и мой отец был пастором-пилотом. He used to fly all around Bolivia,
Он летал по всей Боливии. And sometimes he took me with him. И иногда он брал меня с собой. And in Bolivia there is a lot of cattle, men who raise cattle. И в Боливии очень много людей выращивают животных. And of course, cattlemen always like to be macho or very masculine. Who's cattle? Cattle? You don't know what cattle is? Cows and bulls and... Выращивают быков, буйволов. И когда ты выращиваешь такой вид животного, нужно быть сильным человеком для этого. So cattlemen ride horses, they have their lassos and they lasso the cows. И они ездят на лошадях и вылавливают этих животных. Они доят коров. And sometimes they get on a bull and they like to ride the bulls. И иногда они садятся на быка и ездят на нем. And see if they can stay on long enough. Очень долго так не удержишься, сверху на быке. Macho, masculine. Мачо, очень мужественный. And my dad took 2 cattlemen in the airplane. И мой отец взял 2 человек, которые выращивают этих животных, в самолет. My father was sitting up front with one of the men. И впереди в кабине пилота сидел мой отец и один из этих мужчин. I was sitting in the back with the other one. А я сидел сзади с другим. And my father took off with the airplane. И самолет взлетел. We were flying along, and then I heard my father say, Мы некоторое время летели, и затем я услышал, как мой отец говорит. He turned to the man next to him. Он повернулся к мужчине, который рядом с ним сидел. And he said, "Do you ride wild bulls?" И он спросил у него: ты ездишь верхом на диких быках? Oh, pastor! О, пастор! I ride wild bulls. Да, я езжу на диких быках. And my father said, "See if you can ride this one." И мой отец сказал: ну, посмотрим, как ты на этом проедешься. And with the airplane, he started doing like this. И он начал делать вот так, с самолетом. He started holding on. Этот мужчина держался очень крепко. His face began to turn green. Его лицо позеленело. I looked at the man next to me. А я посмотрела на человека, который рядом со мной сидел. He was worse. Он еще хуже был. His mouth was full. Его рот был полный. He was looking desperately for something. И он чего-то искал очень сильно. And then he saw the hat on the head of his friend. И затем он увидел на своем друге шляпу. And he grabbed the hat. Он сорвал с него эту and he filled it up. и наполнил ее. Unfortunately, it was made out of grass and it started to drip through. К сожалению, эта шляпа из соломы была сделана, и она начала протекать. So my father opened the window of the airplane. И мой отец открыл окно. And he said, "Throw it out!" И говорит: выбрасывай. So he grabbed it and he threw it out the window. Поэтому он взял и выбросил это в окно. But the wind blew it all back in. Но из окна оно снова вернулось в салон. All on top of us. Мы все были грязные. It was a horrible experience. Это был ужасный опыт. Nobody likes vomit. Никому не нравится. It's a terrible feeling. Это ужасное чувство. So when I read this, Поэтому, когда я прочитала это, in verse 16, в it стихе says, 16 "Because you are lukewarm, написано: ну как ты тепл, and you're not cold or hot, ни горячий, ни холоден, I will vomit you out of my mouth." то извергну тебя из уст моих. So, when God's people are lukewarm, Поэтому, когда Божий народ теплый, it makes God want to vomit. это создает в Боге чувство тошноты. It's a horrible situation. Ужасная ситуация. Because we say we're God's people, but we don't look like God's people. Потому что мы говорим: мы Божий народ, но мы так не выглядим. Sometimes the videos we watch, Иногда мы смотрим видео. God's people like to watch the movies just like the rest of the world. Божий народ смотрит те же фильмы, какие и в мире смотрят. Sometimes the music, Иногда музыка. boom, boom, boom,
And it's the same music of the world. И это такая же музыка, как и в мире. Sometimes we read the same magazines. Иногда мы читаем те же журналы. Do they have what they call soap operas here? Нет. Иногда мы смотрим мыльные оперы. Many women like to watch soap operas. Многие женщины любят смотреть мыльные оперы. Some men even like to watch them. И даже мужчины смотрят их. And we say, we're good Adventists. И мы говорим, мы хорошие адвентисты. There's something wrong. Но что-то не так. You can't feed your mind the material of the world and be a Christian. Вы не можете питаться тем, чем кормит вас мир, и быть христианами при этом. It's impossible. Это невозможно. You can't be hot and feed cold material to your mind. Вы не можете быть горячими, но питаться холодным. You can see it sometimes even in the dress. И в одежде это также иногда проявляется. You go to a church and you can see that the dress is very worldly. Вы приходите в церковь, но вы видите, что здесь одежда очень мирская. Instead of dressing modestly, И вместо того, чтобы прилично одеваться, we dress with the latest things, and sometimes it's not very modest. иногда мужчины одевают женскую одежду, а женщины наоборот. Sometimes I go to church and I see young men that are dressed with their pants halfway down. Иногда я прихожу в церковь и вижу, как молодые люди ходят в приспущенных немножко брюках. And then I see young ladies that are dressed with very short dresses, and the top is way down. Девушки носят очень короткие платья или топы очень высоко подняты. And therefore, I know that the world is inside the church. И поэтому я вижу, что мир в церкви. And God, unfortunately, is nauseated. И у Господа это вызывает тошноту. So God says, I wish that you would let me correct the situation. И Бог говорит, что я хочу, чтобы ты позволил мне исправить эту ситуацию. I want you to be hot. Я хочу, чтобы ты был горячим. I want you to be godly. Я хочу, чтобы ты на Бога был похож. But if you feed your mind those things, Но если ты питаешься теми вещами, I have to vomit you. я извергну тебя. Now, how important or how urgent is it for us to be godly? Насколько это важно для нас быть похожими на Бога? Satan is attacking the church today. Сатана атакует сегодня церковь. And he's looking for every excuse he can to attack you and your family. И он ищет любой способ, чтобы атаковать вас и вашу семью. I was traveling on a bus in the United States. Я путешествовал на автобусе по Соединенным Штатам. And sitting next to me was a young Mexican man. И рядом со мной сидел молодой мексиканец. We started talking in Spanish. И мы начали говорить по-испански. He asked me what I did. I told him I'm a missionary in South America. Он спросил, чем я занимаюсь, и я сказал, что я миссионер в Южной Америке. And so I asked him what he did. И я спросил, чем он занимается. And he said, I'm a warlock. That's a male witch. И он сказал, что я вурдалак. Колдун, да. And so I said, what do you do? И я спросил, чем же ты занимаешься? And he said, well, people pay me money and I cast spells. Он сказал, что люди платят мне деньги, и я накладываю заклятие. He said, most of my money comes from when men come to me and say, I want that woman. И большинство своих денег я зарабатываю таким образом, что мужчины приходят ко мне и говорят, вот я хочу ту женщину. And he said, it doesn't matter if the woman is married or not. I can give him that woman. И он говорит, неважно, женщина замужем или нет, я отдам ему эту женщину. I said, really? Я говорю, правда? Yes, very soon they get arguing with their husband and then they have the woman. Он говорит, да, действительно. Он делает так, что очень скоро эта женщина, которая была замужем, начинает ссориться со своим мужем, и она достает своему мужчине, который заплатил деньги за нее. He said, I can break up any home I want to. Он говорит, я могу любую семью разбить. And I can give any woman to any man I want to. Я могу любую женщину дать любому мужчине, которому я хочу.
I said, and he turned to me and he said, I could take away your wife from you. И он повернулся ко мне и говорит, я могу даже твою жену от тебя увезти. And I can give your wife to any man I want to. И могу отдать ее любому мужчине, которому мне захочется. And I said, no, you can't. Я говорю, нет, ты не можешь. He said, yes, I can. Да, я могу. No, you can't. Нет, ты не можешь. Yes, I can. Да, я могу. He said, okay, wait. He said, just because you're a Christian, you think I can do it? И он спросил, ты что думаешь, только потому что ты христианин, я этого не могу сделать? I said, yes. Я говорю, да. Oh, no. Нет. There's a lot of Christians, I take their wives away and give them to somebody else. Было много христиан, которых я увел жену. It doesn't make a difference if you're a Christian or not. Нет разницы, христианин ты или нет. I said, yes, it does. Я говорю, есть разница. Okay, let me ask you a question. Он говорит, хорошо, я тебе задам вопрос. Does your wife look at soap operas? Твоя жена смотрит мыльные оперы? No. Нет. Do you read novels? А ты читаешь романы? No. Нет. Do you watch movies of the world on television? Ты смотришь по телевидению фильмы? No. Нет. Do you read magazines that are of the world? А журналы читаешь мирские? No. Нет. Do you listen to the music of the world? А музыку мирскую слушаешь? No. Нет. Okay, he said, I cannot touch your wife. Он говорит, хорошо, я не могу у тебя жену вести. But he said, most Christians, they just say they're Christians. Но он сказал, что большинство христиан, они только говорят о том, что они христиане. Most Christians go to church, but they still watch movies of the world and watch soap operas. Большинство христиан, они ходят в церковь, но они все равно продолжают смотреть фильмы, мыльные оперы. And anybody who voluntarily puts worldly things in her mind, I can do anything I want to with them. И каждого, кто поддается такому влиянию, я могу сделать с ним все, что угодно. Well, I learned a lot. Я многому из этого научился. I began to ask myself, И я начал себе вопрос задавать. how is the divorce rate among Adventists? Какой процент разводов среди адвентистов? Did you know that it's almost the same as the world? Вы знаете, что он практически такой же, как в мире? Have you ever asked yourself why? А вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему? Almost 50% Почти 50% around the world are getting divorced. по всему миру 50% браков разводятся. And in many parts of the world, Seventh-day Adventists, almost. И во многих частях мира, Not exactly the same, but it's almost. во многих частях мира среди адвентистов какая же статистика? Не во всех, но в некоторых есть. Families breaking apart around the world. По всему миру семьи разбиваются. I was in Australia last week. На прошлой неделе я был в Австралии. One pastor told me И один пастор сказал мне, he was sitting on a bus traveling with a lady. I mean, there was a lady next to him on the bus. он рассказал, что он путешествовал на автобусе, и рядом с ним сидела женщина. And just like what happened to me, they introduced each other. И они, как и со мной, когда эта история произошла, они друг другу познакомились. The lady said she was a witch. И женщина сказала, что она ведьма. And so he said, where are you going? И он спросил, а куда же ты едешь? I'm going to a national convention of witches. И она сказала, что я еду на национальный слет ведьм. And the purpose of this convention И цель этого слета is we're gonna fast and we're gonna pray to Satan мы будем питаться и молиться сатане, that he will break apart all of the married homes in Australia. чтобы он помог разбить все семьи в Австралии. This is terrible. Это ужасно. Imagine people praying that Satan would break apart the homes. Представьте, что некоторые люди просят сатану, чтобы он помог им разбить семьи. And if it's happening in Australia, Если это происходит в Австралии, it may be happening in the Ukraine. это может и в Украине произойти. Satan is looking today to break apart all the homes. Сатана сегодня трудится над тем, чтобы разбить все семьи. And if you are lukewarm, И если вы теплые, mixing the world with spiritual things, вы смешиваете мирские вещи с духовными, you can be attacked by Satan. вы можете подвергнуться влиянию сатаны. Your home will come under tremendous stress. И ваша семья также может быть подвержена этому влиянию. There's an acceleration of problems in the church today.
В церкви сегодня растет количество проблем. Satan is becoming very active to destroy homes today. И сатана становится все более активным, чтобы разрушить семьи. And there's an increase in divorces in the church today. И в церкви рост разводов происходит. We need God's protection. Нам нужна Божья защита. We are under attack. Мы подверглись атаке сатаны. We cannot just sit still and sleep. We have to put up our defenses. Мы не можем просто сидеть и смотреть или спать даже. Мы должны действовать. Satan is attacking our families. Сатана атакует наши семьи. He's attacking our young people. Он молодых людей атакует также. But he's also attacking our leadership. Но он также руководство церкви нашей атакует. Our leaders under a lot of stress. И руководство нашей церкви сейчас подвержено большому In some countries, like the United States and in some countries in Europe, Satan is attacking us theologically as well. И в некоторых странах Южной Америки и Европы также сатана подвергает атаке и теологию церкви. He didn't just start now; he started a long time ago. Он не сейчас начал, он давно уже над этим трудится. In the biography material of Ellen G. White, в биографии Елены Уайт, published by the General Conference, которая была издана Генеральной конференцией, you will find the following story. Вы можете прочитать такую историю. Ellen G. White was in Australia. Елена Уайт была в Австралии. And God gave her a vision. И Бог дал ей видение. She sat down and wrote a letter. И она села и написала письмо. And she sent the letter on a ship all the way to California. И она послала это письмо на корабле в Калифорнию. It took 3 months. 3 месяца заняло это. And finally the letter got there. И, наконец, письмо туда доставлено было. It went to the doctor or the president of Pacific Union College or university. Это письмо попало к президенту Тихоокеанского униона. At the very moment that the letter got there was a lady sitting in front of him at his desk. И в тот момент, когда он получил это письмо, за его столом перед ним сидела женщина. And she was interviewing for a job. И она проходила собеседование на работу. She had her credentials with her. What's credentials? Her diploma, her С ним были все ее документы, диплом ее. It said that she was a university professor. Она была профессором университета. And she wanted to teach at the Adventist University. И она хотела преподавать в Адвентистском университете. She also had her Seventh Adventist Church membership. И она была членом церкви Адвентиста седьмого дня. It said she was a good Adventist. У нее была рекомендация, что она была хорошей адвентисткой. And so, of course, the university president was very happy for a qualified Seventh Adventist professor. И, конечно же, руководство университета было радо тому, что у них теперь будет квалифицированный профессор. So he was saying, "My dear sister, thank you very much. We're interested in hiring you." И он сказал: дорогая сестра, спасибо большое, мы заинтересованы в том, чтобы вы у нас работали. There was a knock on the door. Ну, затем в дверь постучали. The president's secretary said, "Excuse me, doctor." И секретарь президента сказал: извините, доктор. There's a letter from Ellen G. White. К вам письмо от Елены Уайт. Would you like to read it now or later? Вы хотите прочитать его сейчас или потом? No, I'd like to read it now. Нет, сейчас я прочитаю. Thank you. So he opened up the letter from Australia. И он открыл это письмо. He said, "Excuse me just a minute, sister." И он сказал: извините, пожалуйста, сестра. And he started to read. И он начал читать. He looked at the lady. Он посмотрел на женщину. He looked at the letter. На письмо. He looked back at the lady. Потом снова на женщину. Looked at the letter. На письмо. And then he said, "Excuse me, would you mind reading the letter?" И он сказал: извините, вы не против, если вы прочитаете это письмо? The lady, professor, read the letter. И эта леди, профессор, она прочитала письмо. She had a frown on her face. И она начала краснеть. And she said, "I don't know what's going on here." И он сказал: я не понимаю, что здесь происходит.
And she stood up and she left the room. Она встала и ушла из комнаты. Do you know what the letter said? Знаете, что было в письме? Would you like to know? Знаете, хотите знать? The letter said, Dear Doctor, В письме было написано: «Дорогой доктор, the Lord showed me a vision. Господь показал мне видение. The Lord showed me a lady dressed in blue Господь показал мне женщину, одетую в синее, with the following professorship preparation. у которой было Academic образование профессора. She will be applying for a job to work at our college. Она будет проходить собеседование, чтобы работать в нашем колледже. Do not hire her. Не берите ее на работу. She was sent to infiltrate our schools and to bring theological problems. Она была послана для того, чтобы внести раздор в наши школы и привнести теологические какие-то проблемы. She is not a true Adventist. Она не истинная адвентистка. She comes to infiltrate our educational system. Она пришла для того, чтобы разрушить нашу систему образования. Do you think that was the last time that somebody tried to infiltrate our schools? Вы думаете, это единственный случай был, когда кто-то пытался разрушить наши школы? Our schools are under constant pressure to be infiltrated. Наши школы находятся под постоянным давлением. We cannot relax. We have to be on the defensive continually. Мы не можем расслабляться, мы должны постоянно сражаться. Because Satan is trying to make us lukewarm. Потому что сатана делает все возможное, чтобы сделать нас теплыми. Especially our church leadership need to have their defenses up. Особенно руководство нашей церкви. I was in the Philippines a couple of months ago. Несколько месяцев назад я был на Филиппинах. And the conference president and the conference secretary came and talked to me. Со мной пришли поговорить президент конференции и секретарь. They brought with them a magazine. И они принесли с собой журнал. It wasn't just any magazine. Это не просто был какой-то It was a special magazine. Это особенный был журнал. The name of the magazine is called Ministry Magazine. И этот журнал назывался «Журнал служения». It is published by the General Conference. Напечатан был Генеральной конференцией. For all our pastors. Для всех наших пасторов. On the back side of Ministry Magazine are usually advertisements. И на обратной стороне этого журнала всегда есть какие-то объявления. And they showed me the back of the magazine. И они показали мне. It was an advertisement for a Christian Adventist rap singer. И на обратной стороне этого журнала была реклама певца, рэпового певца, адвентиста. Do you know what rap is? Вы знаете, что такое рэп? Have you heard rap music? Вы слышали рэп-музыку? Do you know what the name of the singer was? И вы знаете, как зовут этого певца? Dragon. Дракон. There's a young Adventist man called Dragon. Есть молодой адвентист, который называет себя Драконом. And he has a big band. У него большая группа. And on the back of Ministry Magazine, they're advertising Dragon rap music. И на задней стороне адвентистского журнала служения была реклама. And the conference president said, "How can you advertise rap music in Ministry Magazine?" И президент конференции сказал: как вы можете давать рекламу рэп-музыки? This man tried to get into the Philippines to bring rap music to our churches. Этот человек приехал на Филиппины, чтобы привнести рэп в нашу церковь. And we said, "No, thank you." И мы сказали: нет, спасибо. And so he said, "But I'm in Ministry Magazine." Но он сказал: ну, у меня реклама в журнале служения. What's going on? Что происходит? So I explained to the conference president. И поэтому я объяснил президенту. Our church is under attack today. Сегодня наша церковь подвержена атаке. And he's been able to bring in influences from different directions. И у сатаны есть возможность с разных сторон подойти к церкви. And one of those directions И одна из этих сторон is from the top. это сверху. And if it comes from the top,
И если он идет сверху, it's very hard to resist. очень сложно сопротивляться. God has people at the General Conference, У Бога есть люди в Генеральной конференции. but Satan also does. Ну, у сатаны тоже там есть люди. God has people in this church, У Бога есть люди в этой церкви, but Satan also does. но и в сатане тоже есть. We're under attack today. Мы сегодня подвержены атаке. Every person must have their defenses up. И каждый человек должен полностью отдаться Богу. You have to guard your own soul. Мы должны охранять собственную душу. You have to test everything, Мы должны все проверять, whether it be of God or whether it not be of God. от Бога это или не от Бога. If you just relax, И если мы просто расслабимся, the devil has you. сатана получит нас. It's very important for our pastors И очень важно для пасторов to be very careful to guard the sheep. быть очень осторожными, когда они ведут своих овец. It's very important for our pastors И очень важно для пасторов to compare everything with the Bible and the spirit of prophecy. сравнивать все с Библией и с духом пророчества. Now you might say, David, maybe we shouldn't talk about these things. И вы можете сказать: Дэвид, может быть, мы не будем об этом It говорить. makes me uncomfortable Мне от этого неприятно. to think that maybe there are influences that are not good in the church. Мне неприятно думать о том, что на церковь есть влияние какое-то. If I didn't love you, Если бы я вас не любил, I would agree with you. я бы с вами согласился. It doesn't matter. Ну, неважно. If somebody wants to take my children out to the street, Если кто-то хочет забрать моих детей на улицу, if a young man wants to keep my daughter out till 2 in the morning, если я разрешаю, чтобы мою дочь привозили в 2 часа утра, doesn't matter. Неважно. Unless you love your children. Если вы не любите своих детей. If you love your children, it matters very much. Но если вы любите, то для вас это имеет значение. And if you love the church members, А если вы любите членов церкви, it matters very much. это еще более значение имеет. Now some people have told me that maybe we shouldn't talk about those things. Некоторые люди говорят мне, что, может быть, не стоит об этом говорить. So I asked them a question. И я тогда задаю им вопрос. If you go to the doctor, Если вы идете к врачу, and the doctor looks at your clinical analysis, и врач смотрит на ваши клинические заключения, какие-то анализы, and he can see that you're going to die in a few months, и он видит, что вы через несколько месяцев умрете. and he tells you, И он вам говорит: do you want me to tell you good news or the truth? вы хотите, чтобы я сказал вам хорошие новости или правду? What would you rather the doctor do? Что бы вы ответили? The truth. It's better to know the truth. Лучше знать правду. Maybe it's difficult information. Может быть, это сложная информация. Maybe it says you're going to die in 3 months. Может быть, он скажет, что вы действительно умрете через 3 месяца. But I want to know the truth. Но я хочу знать правду. That way I can prepare. Таким образом, я могу приготовиться. So therefore, Поэтому I brought you some painful news tonight. сегодня я вам болезненные новости расскажу. Satan knows that God's people are awakening. Сатана знает, что Божий народ просыпается. Satan knows that God's people are going to receive the Holy Spirit very soon. И сатана знает, что Божий народ в скором времени получит Святого Духа. Satan knows there's going to be a great crisis that will come to the church very soon. И он знает, что вскоре в церковь придет большой кризис. And so for many years he's been preparing to attack this day. И на протяжении многих лет он готовился к тому, чтобы сегодня оказать это давление. Right now Satan is not attacking the church from the outside, he's attacking it from the inside. Сегодня сатана атакует церковь не снаружи, он делает это изнутри церкви. I was preaching at my daughter's graduation at the university in Tennessee. Когда моя дочь выпускалась из университета в Теннесси, я там слово говорила на выпуске. A few years back. Несколько лет назад. She was graduating from nursing. Она выпускалась из медицинского. And I was asked by the university president to be one of the speakers. И президент этого университета попросил меня сказать что-то на выпуске. So
I preached an evangelistic sermon at a graduation. И я сказал ту же проповедь, какую и в церкви евангелистов говорил. It wasn't just a pretty sermon. Это не была обычная. It was a very direct sermon. Очень направленная. And I preached the sermon from the message to Philadelphia. И я говорил проповедь на тему послания к церкви Филадельфии. Revelation 3, verse 9. Откровение 3 глава, 9 стих. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, which say they are Jews, but they are not, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, but do lie. но лгут. Behold, I will come to make them worship before thy feet. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, And to know that I have loved you. и познают, что я возлюбил тебя. Let me read it in modern words today. Позвольте перефразировать это сегодня. Behold, I will make them which are of the synagogue of Satan, Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, which say they are Seventh-day Adventists, из тех, которые говорят, что они адвентисты седьмого дня, but they are not. но они такими не являются. They are lying. Они лгут. Do you understand the implication? Вы понимаете, что я хочу сказать? There are people in the church today which say they are Seventh-day Adventists, Сегодня в церкви есть люди, которые говорят, что они адвентисты седьмого дня, but they are not. но они таковыми не являются. They are lying. Они лгут. They belong to the synagogue of Satan. Они принадлежат армии сатаны. This last summer, I was speaking at a large camp meeting. В прошлом летом я на лагерном собрании был. And after I was done speaking, a young Mexican lady, a doctor, came to talk to me. И после того, как я сказал проповедь, одна мексиканская девушка подошла ко мне. She said, Pastor Gates, I need to tell you about my work in Mexico. И она сказала: пастор Гейтс, я хочу вам кое-что рассказать о своей работе в Мексике. She said, I practice medicine with an Adventist doctor, a man. Она сказала, что я прохожу медицинскую практику с одним врачом, мужчиной. One day we had a knock on the door, and a man came in and wanted to talk to my partner. И однажды в дверь нашего кабинета постучали и сказали, что они хотят поговорить с моим партнером. He said, I work for the bishop of the city, the Catholic bishop. Он сказал, что этот человек работает на католического священника в этом городе. And the Catholic bishop, he's dying of cancer. И этот католический священник, он умирает от рака. So he asked me to come and see if you would be willing to be his doctor. И он попросил меня прийти и попросить вас быть его врачом. The bishop said he knew that Seventh-day Adventists have a special health message. И этот священник сказал, что он знает, что у адвентистов седьмого дня есть особая весть. So he wants you to be his doctor. И он хочет, чтобы именно вы были его врачом. The doctor thought about it and said, I'm willing to be his doctor. И этот доктор немного подумал и сказал: да, я буду его врачом. On one condition, При одном условии, that after God heals him, что после того, как Господь исцелит его, I will be able to give him Bible studies. я буду преподавать ему библейские уроки. The man went back and came back and said, yes, the bishop accepts your offer. Этот человек вернулся к священнику, посоветовался с ним и пришел и сказал, что да, он согласен на это условие. So the bishop began to come every day for the doctor to treat him. И этот священник каждый день начал приходить, чтобы этот врач лечил его. And following the natural methods of health, eventually God healed the bishop. И так как они следовали всем указаниям здорового образа жизни, Бог исцелил его. And now it was the doctor's turn to give Bible studies to the bishop. И теперь настала очередь этого врача, чтобы он преподавал ему библейские уроки. So the doctor stuck his Bible under his arm, Доктор взял свою Библию, went to visit the bishop. и пришел навестить этого священника. The bishop opened the door Священник открыл дверь. and said, thank you, doctor, come on in. Спасибо, доктор, что вы пришли, заходите.
And they talked for a little bit. Они немного говорили. And then the doctor said, I would like to tell you more about the spirit of prophecy. И этот доктор сказал, а теперь я хочу вам немножко рассказать о духе пророчества. And how God has blessed the Seventh-day Adventist Church with the gift of prophecy. И как Бог благословил церковь адвентистов седьмого дня этим даром духа пророчества. And which is the reason why you are healed today. И это является причиной того, что вы сегодня исцелены. The bishop said, wait. Come with me to my library. И священник сказал, нет, подожди, пойдем со мной в мою библиотеку. So they went to the bishop's library. И они пришли в библиотеку священника. The bishop opened the door to the library, and there on the shelf, и священник открыл дверь своей библиотеки, и там на полках every published book of Ellen G. White. Каждая книга Елены Уайт, которая когда-либо была издана. The doctor said, you have all of the spirit of prophecy on your shelf. Доктор сказал, у вас уже есть книги духа пророчества? I thought you didn't know. Я думал, вы не знаете. The bishop said, oh yes, we know. Но священник сказал, да, мы знаем. I have read all of those books. Я все эти книги прочел. But you see, I am a Jesuit. Но, вы понимаете, я иезуит. It is my job to know all about your church. Это моя работа знать все о вашей церкви. And we believe that Ellen G. White is the only true prophet. И мы верим, что Елена Уайт – это единственный истинный пророк. You do? Вы верите в это? You believe Ellen G. White is a true prophet? Вы верите в то, что Елена Уайт истинное пророчество? Absolutely. She knows all about the Catholic Church. Она знает все о католической церкви. She knows what our plans are. Она знает о наших планах. She knows what we're about to do. И она знает, что мы собираемся сделать. And she has warned Seventh-day Adventists how to prepare for them. И она предупредила церковь адвентистов седьмого дня, как приготовиться к этому. That's why we have Jesuit teachers that work in all the Adventist colleges. Поэтому в каждом адвентистском колледже есть наши иезуитские преподаватели. And that's why we have Jesuit influence all over the Seventh-day Adventist Church. И по всей церкви адвентистов седьмого дня также есть наши люди. And what we want is for no Seventh-day Adventist to believe the spirit of prophecy. И чего мы хотим добиться, так это того, чтобы адвентисты седьмого дня не верили в духу пророчества. Because if Seventh-day Adventists really believed the spirit of prophecy, they would know how to prepare for Потому что если адвентисты седьмого дня будут действительно верить в дух пророчества, они будут знать, как приготовиться к последним дням. And that bishop gave the doctor a list of all the people, their own people that work in the church. И этот священник показал врачу список людей, которые работают в адвентистской церкви. All the way to the top. All the way to the general conference, there's different people they have there. И в генеральной конференции у них также есть многие люди. Now the doctor came to me and said, would you like to have the list? И этот врач пришел ко мне и сказал, ты хочешь посмотреть на этот список? No. Нет, я не хочу. I don't want that list. Мне он не нужен. I don't trust that list. Я не верю в это. I'm not going to go to the enemies of the church and have them help me. Я не пойду к врагам церкви и не скажу им, помогите мне. By their fruits ye shall know them, Jesus said. Мы должны узнать их по плодам. Why do I mention this? Почему я говорю об этом? So that you can be suspicious of your leaders? No. Чтобы вы засомневались в своих руководителях? Нет. So that you can care for your own soul. Я говорю это для того, чтобы вы позаботились каждый о своей душе. So that our pastors, our administrators, and our church members can be filtering everything they hear and see. Для того, чтобы наши пасторы, наше руководство и каждый член нашей церкви могли фильтровать то, что они видят и слышат. I have no idea who those people are. Я не знаю, не имею ни малейшего представления о том, кто эти люди. But they are there. Но они есть. Just last year, В прошлом году Andrews University, университет Эндрюса, our senior university in the world,
Наш главный университет по всему миру, in the area of theology, отделение теологии, в сфере теологии главный университет, invited 2 Jesuit priests to teach in our seminary. Пригласили 2 иезуитских пасторов, чтобы они преподавали семинар, нам говорили. As a courtesy, as academic courtesy. На академической ставке. Excuse me? Извините. 2 Jesuit priests teaching our theology students in our own seminary? 2 иезуитских пастора преподают теологию в нашей семинарии. That's like inviting rattlesnakes to sleep in the same bed with your children. Это то же самое, что взять ядовитых змей и положить их спать рядом со своими детьми. My question is, who invited them? Я спрашиваю себя, кто их пригласил? The administration? Администрация. So my next question is, who does the administration work for? И тогда следующий мой вопрос. На кого же тогда работает наша администрация? We have to protect our pastors. Мы должны защитить наших We пасторов. have to protect our seminary students. Наших студентов семинарии наши мы должны защитить. But they have Jesuit priests teaching our seminary students. Но им преподают иезуитские преподаватели. I'm sorry, I get angry Извините, но я злюсь от этого. when somebody is hurting our students. Когда кто-то пытается что-то сделать для наших студентов. It is the job of pastors to take care of the sheep. Работа пасторов в том, чтобы заботиться об овцах. Not to hurt the sheep. Но не в том, чтобы их... So therefore, I mentioned some of these difficult things. Поэтому, когда я сталкиваюсь с такими сложными вещами, so we can pray. Мы можем молиться. Let's pray for our pastors. Давайте молиться за наших And пасторов. our leaders. За наших лидеров. And our students. За студентов. And let's make sure that, it's time that we put away the world out of the church. И давайте будем уверены в том, что мы убираем мир из церкви. If we have a lukewarm church, если наша церковь теплая, we will never notice. Мы никогда этого не заметим. It doesn't matter. Ничего не имеет значения. If the world is inside, если мир в церкви, if our teachers aren't Christian, если наши преподаватели не христиане, if our pastors are not Christian, может быть, даже если пасторы наши не it doesn't христиане, matter. не имеет We will never значения. notice. Мы даже не заметим этого. Not when we're lukewarm. Но другое дело, если мы не теплые. But God is in charge of His church today. Бог во главе нашей церкви сегодня. Do you believe that? Вы верите в это? God loves the church today. Бог любит церковь сегодня. This is His very special church. Это особая церковь. And God will not allow the enemy to take control of His church. И Бог не позволит, чтобы враги начали контролировать нашу церковь. But Sister White says that revival begins from the bottom up. Но сестра Уайт говорит, что возрождение начинается снизу. Revival and reformation will never come by an executive order from the top down. Возрождение или какая-то реформация, она не может произойти сверху. If you have a strong church, it will be very difficult for Satan to cause problems for you. И если вы будете сильной церковью, то для сатаны будет очень сложной задачей повлиять на вас. This is Jesus' invitation to us. Это приглашение Иисуса для нас. Stand at the door and knock. Он стоит у двери и стучит. And if you will open the door, И если вы откроете дверь, I will come in and have supper with you. я войду и буду вечерить с вами. And you will eat with me. И вы будете жить со мной. And to him that overcomes, overcomes, to him that gains the victory, И когда наступит День Победы, I will grant to sit with me on my throne. я посажу вас рядом со своим троном. Even as I gained the victory and sat down with my Father on his throne. Когда побеждает Отец, Он садит своих детей рядом со своим троном. It's a beautiful promise. Прекрасное обещание, правда? Now, when I was preaching at my daughter's graduation, И когда я проповедовала на выпуске своей дочери,
I made this statement by reading Revelation 3, verse 9. И я сделал такое заявление, прочитав Откровение 3 главу 9 стих. That there were enemies of the church inside the church. Я сказал, что внутри церкви есть враги церкви. And there was no way to know who they were. И мы не знаем, кто они. But if you start working for God, I said you would find out quickly who they were. Но если мы будем трудиться для Бога, мы очень быстро узнаем. My father was sitting down in the congregation, И мой отец сидел в зале, listening to the sermon, слушал эту проповедь. and right in front of him was the retired director of education for the General Conference. И прямо перед ним сидел руководитель отдела образования Генеральной конференции, который уже на пенсии был. And so that man turned around to my father И этот мужчина повернулся к моему отцу and said, "Isn't your name Richard Gates?" и спросил, там нет случайно твоего имени Ричард Гейтс? Yes. Yes, my father said. И, простите, он спросил, тебя зовут Ричард Гейтс? Отец ответил, да. And he said, "Are you related to the speaker who's preaching right now?" Ты имеешь какое-то отношение к тому человеку, который сейчас проповедует? Oh, my father said, "Yes, that's my son." Да, сказал мой отец, это мой сын. You tell your son for me, please, Попроси твоего сына подойти ко мне, пожалуйста. that he knows exactly what he's talking about. Потому что он знает, о чем он говорит. So my father told me, "David, a general conference man says you were exactly right." И мой отец сказал мне, что руководитель из Генеральной конференции сказал, что ты прав. Over the years, I have found this to be true. И у меня отняло это несколько лет, чтобы выяснить, что это действительно правда. If you work for God Если вы работаете для Бога, and you want to do great things for God, и вы хотите сделать великие вещи для Бога, you will immediately have people who support you and people who criticize you. у вас обязательно будут люди, которые поддержат вас, а также те, которые будут критиковать. But just because they criticize you doesn't mean they work for the enemy. Но то, что они критикуют, еще не значит, что они на врага работают. Sometimes godly people just don't understand you. Иногда Божий народ, они просто не понимают вас. Apostle Paul did not understand Mark. Апостол Павел не понимал Марка. He didn't want to work with Mark. Он не хотел с ним работать. But the Apostle Paul did not work for Satan. Но апостол Павел ведь не работал на Сатану. Sometimes there's just normal human misunderstandings. Иногда происходят просто обычные человеческие недопонимания. So when you go work for God, Но когда вы идете работать для Бога, you need to be patient with people. вы должны быть терпеливы к It's людям. okay if not everybody understands. Не переживайте, если кто-то вас не понимает. It's okay if not everybody agrees. Не переживайте, если кто-то не соглашается. Always be kind and courteous. Всегда будьте добры и сдержанны. But keep working for God. Но продолжайте работать для Бога. God will bless you. Бог благословит вас. God will honor His own work. Бог вознаградит вас за работу. And if you're a leader in the church, И если вы являетесь руководителем церкви, always care for the sheep. всегда заботьтесь об овцах. Be like little David, who was a shepherd. Будьте как маленький Давид, который был пастухом. Always be looking for lions and bears, Он всегда искал львов, so that if anything wants to threaten your sheep, immediately you need to defend the sheep. поэтому когда что-то угрожает вашим овцам, вы должны немедленно защитить их. Always be looking on the defensive for enemies that will hurt your sheep. Всегда ищите укрытие для ваших овец, когда им что-то угрожает. Always feed your sheep good solid food. Всегда кормите ваших овец хорошей пищей. And that way Jesus, the chief shepherd, will be happy with you. И тогда Христос, главный пастор, Он будет доволен вами. Because if your sheep are being attacked by wolves, Потому что когда ваших овец and you don't do anything, атаковать волк, а вы ничего не делаете, the chief shepherd is going to have a problem with you. у Христа будут с вами проблемы. I was in Romania last year. В прошлом году я был в Румынии. I went to the top of the mountain to visit some shepherds.
И я поднялся высоко в гору, чтобы увидеть пастухов. The shepherd put me on his horse. И один из этих пастухов, он посадил меня на своего коня. He gave me a big wool coat to put on. И он дал мне сюртук такой. Made from sheepskin. Сделан из... Do you have that here too? Yes. Yeah? Okay. A big sheepskin wool. Большая такая тулуп. And I was sitting on the horse. И я сидел на этом коне. And one of my friends said, И один из моих друзей сказал, remember the Bible verse. Помните стих из Библии. Wolves that are dressed in sheepskins. Волки в овечьей шкуре. And he said, sheep never have to dress in sheepskins. They have their own skin. Овцы не нуждаются в том, чтобы одевать овечью шкуру. У них уже есть она. It is the shepherds that dress in sheepskins. И только пастухи, они одевают овечью шкуру. I never thought of that. Я об этом никогда не думал. The only wolves that dress in sheepskins are the shepherds. И волками, которые одевают овечью шкуру, могут быть только пастухи. I was kind of scared. И я был немного напуган. Lord, I don't want to be a wolf. Господи, я не хочу быть волком. But shepherds do dress in sheepskins. Но пастухи действительно носят овечью шкуру. So we want to be true shepherds. Но мы должны быть истинными пастухами, Really caring for the sheep. которые действительно заботятся о своих овцах. I hope you were encouraged tonight to strengthen your relationship with Jesus Christ. Я надеюсь, что сегодня Дух Святой вдохновил вас быть верными Христу. Please do not let the world into your home. Пожалуйста, не впускайте мир в ваши семьи. Please filter out the world. You don't need it. Удалитесь от мира. You can't live with it. Нужен. Вы не можете с ним жить. It's impossible to grow spiritually. Невозможно расти духовно таким And образом. worse, you cannot be saved. И самое худшее, что вы не можете быть спасены. No part of the world is going to heaven. No part of the world is going to go to heaven. Никакая частичка этого мира, которая сейчас окружает нас, не попадет на небо. So let God clean up your life. Поэтому доверьте свою жизнь Богу. Become very active in the church, Станьте очень активными в церкви, active in evangelism. активными в евангелизме. Every true Adventist is a missionary. Каждый истинный адвентист – миссионер. Let God make you into a real missionary. Позвольте Богу сделать вас истинными миссионерами. Thank you so much. Спасибо большое. Can we stand up for prayer? Давайте поднимемся для молитвы. Dear Jesus, our chief shepherd, Дорогой Иисус, наш главный пастырь, thank you for caring so much for us. спасибо за то, что Ты многое делаешь для нас. False shepherds have come to destroy, you said. Лживые пастыри, они пришли, чтобы разрушить. But you said, I am come that they might have life and might have it more abundantly. Но Ты говоришь, что я пришел подарить вам жизнь, чтобы вы были моими. Thank you that you came to earth. Спасибо за то, что Ты пришел на эту землю. Thank you that you came to take care of us and feed us. Спасибо за то, что Ты пришел, чтобы позаботиться о нас и кормить нас. Please be with our shepherds, Пожалуйста, прибудь с нашими пастырями, our pastors and our administrators. с нашей администрацией, руководителями. Fill them with the Holy Spirit. Наполни их Святым Духом. Help them to always be looking for dangers for the sheep. Помоги им всегда смотреть внимательно на ту опасность, которая грозит их овцам. And to lead the sheep to strong, wonderful food in green pastures. И вести своих овец, и кормить их сильной пищей духовной. Bless us tonight with your Holy Spirit. Благослови нас сегодня Своим Святым Духом. We thank you. Мы благодарим Тебя. In Jesus' name, Во имя Иисуса Христа. amen. Аминь. Мы надеялись, что мы сможем снимать дворец спорта, где мы могли пригласить всю конференцию. Но такие большие здания надо за год заказывать.
И мы не смогли всех, кто хотел, пригласить на этот концерт. Но все-таки были представители из каждой церкви. В каждой церкви вас хорошо уже знают. И позвольте вас, Восточная конференция, всех наших братьев и сестер, сказать вам огромное спасибо за вдохновение, которое вы нам принесли с собой, и за ту работу, которую вы делаете и сделали в нашей конференции. Я думаю, что тот дух, который говорил вам и вас направлял, он с этого дня будет работать здесь, на территории нашей конференции. Мы будем молиться о вас, о ваших проектах, а вы молитесь о нас. Мы хотели бы вам провести картину. Это земля, а это дорога для миссионеров. И мы очень рады, что здесь, где-то вот в этом букле, находится город Донецк. Красиво.